Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу вам рассказать об универсальном зуме Canon 18-150 мм для байонета Canon EF-M. И, кстати говоря, я отсел подальше, вы просили меня настолько близко к камере не приближаться, чтобы перспективу не корёжило. Просто, видите, я немного фокусное сменил. Я до этого снимал на примерно плюс-минус 50 мм на кропе, сейчас я снимаю на 35 мм. В последнее время я как-то проникся такой идеей, что лучше и проще не таскать с собой кучу каких-то разных линз, а взять просто с собой один универсальный какой-то объектив, который будет решать множество задач, пускай и с какими-то компромиссами. Да, компромиссы по качеству изображения будут неизбежны, но я считаю, что не идеальная картинка все-таки не такая уж большая цена, если она тем более не слишком уж плохая. То есть, если картинка все-таки в каких-то рамках терпимого качества остается, это круто. И я парень довольно ленивый, и мне действительно проще ходить с каким-то стеклом, которое просто одно на все случаи жизни, чем постоянно переодевать кучу фиксов. В принципе, если следите за каналом, я думаю, могли заметить, что кроп Canon зеркальный я сменил на беззеркальный. И взял я себе сейчас EOS M6. Собственно, он меня сейчас и снимает. И мне EOS M6 достался как раз-таки в ките с 18-150 мм. Ну и я подумал, в общем-то, что это довольно неплохой повод сделать для вас видео про это стекло. И, собственно, почему бы не воспользоваться ситуацией и не рассказать вам про это стекло поподробнее. Сейчас участились, конечно, мутные немножко разговоры про смерть EF-M байонета. Да, вышли, конечно, крутые R7 и R10 уже на новом RF байонете, и они, к сожалению, несовместимы с предыдущим байонетом, потому что у них разный рабочий отрезок. Но, тем не менее, я думаю, что преждевременно хоронить EF-M. В целом, Canon небольшой сторонник очень резких каких-то обновлений чего-либо у себя и каких-то прерываний линеек. Обычно у них это происходит все постепенно. Тем более, что камеры с M-байонетом для Canon сейчас приносят в среднем где-то порядка 30% прибыли. И это неудивительно, это довольно крутые камеры, я неспроста же перешел на них, собственно. Если вспомнить, конечно, как бы в ретроспективе, когда вышла в 2012 году самая первая EOS M камера, она была, ну, такая не очень интересная, слабенькая по всем вообще параметрам камерка. Мне бы она в жизни не пригодилась, ее только, ну, можно было пинать, высмеивать, глумиться над ней и унижать. Но это было реально говно. И таким же примерно говнецом были следующие несколько камер. И вот, начиная с M5, когда появился и Dual Pixel, к тому же, они уже стали делать что-то очень даже годное. M5 еще, конечно, имел некоторые недостатки, например, экранчик, опускающийся вниз, что вообще полная дурость такую делать ерунду. И в целом камеры EOS M серии, они все-таки теперь уже можно назвать нормальными, полноценными, прикольными беззеркалками. К сожалению, на них очень мало оптики выпускал сам Canon. Да и сторонние производители не сильно торопились, потому что перспективы у линейки такие призрачные. Но я думаю все-таки, что M-серия, она будет умирать и исчезать постепенно, без какого-то сильного шума. Так же, как и зеркалки с байонетом EFS. Все эти вещи, они исчезают плавно, без каких-то громких заявлений. Потому что в целом Canon относился всегда к своим кроп-камерам с каким-то небольшим пренебрежением, не так уж тоже, опять же, много объективов на них выпускал. И как бы так, что-то там есть, люди какие-то начинающие покупают их, пользуются, и постепенно пускай-ка давайте-ка переходите, дружочки, на полный кадр. Но сейчас компания вообще полностью болт положила на EFS, им вообще они до лампочки. И у меня, кстати, есть ролик про их лебединую песнь, это Canon EOS 90D. Скорее всего, это последняя камера будет с байонетом EFS, вряд ли они что-то еще туда выпустят, и вряд ли они когда-либо еще будут оптику для них выпускать. Ну и, как я уже упоминал, приличных каких-то объективов, что на EF-M, что на EFS, довольно-таки мало. И про них, в общем-то, можно было бы сделать какую-то серию роликов и рассказать. Так что я думаю, постепенно, возможно, какие-то из этих стекол приобретать и сделать несколько видео про наиболее такие значимые объективы для этих байонетов, потому что у меня есть и переходник Viltrox с EF на EF-M,
Да и, в общем-то, они довольно доступны, ну, относительно, если так смотреть. На вторичке, по крайней мере, они более-менее вменяемых каких-то денег стоят. Думаю, что многим интересно было бы такое посмотреть, тем более, что роликов про эти объективы на YouTube, что на русскоязычном, что на англоязычном, не так уж и много. И раз уж я заговорил про цены, не забывайте, ребята, что всю технику для обзоров я покупаю на свои деньги, кровью и потом, между прочим, заработанные. Я прям в поте лица их зарабатываю и трачу очень так избирательно и продуманно. Частенько опираясь, кстати говоря, на то, что вы указываете в комментариях, что бы было интересно вам, публике моей, посмотреть. И, собственно, вы можете помочь каналу существовать, продолжать. У меня есть сейчас Boosty, ссылка есть в описании. Можете на него подписаться, и это будет отличной подмогой. Для такого большого разброса фокусных, а это, напомню, 29 на 240 мм со светосилой от f3.5 до f6.3, объектив довольно-таки легкий. Весит он всего 300 граммов. Изготовлен преимущественно из пластика, но, судя по всему, внутри все же металлический каркас. Все-таки тут 17 элементов в 13 группах. Должны же они как-то корректно крепиться хорошо. Пластик корпуса приятный и очень высокого качества. Тонкое кольцо ручной фокусировки имеет такую мелкую текстуру, не скользит, вполне плавно движется. Большое широкое кольцо, которое отвечает за изменение фокусных, тоже не скользит, вполне комфортное. У него довольно приятное тоже такое мелкое шершавое покрытие. Все это, естественно, из пластика, здесь резиной ничего не покрыто. Все из цельного куска сделано, но ощущается вполне хорошим. И, к счастью, тут нет мерзкого механизма парковки, как у некоторых других EFM стекол. И меня раздражают, честно говоря, механизмы парковок у объективов. Не знаю, нахера они их вообще постоянно делают. Что Nikon, что Canon, что Сонька что-то тут в последнее время тоже увлеклась такой хероборой. Объектив сделан очень качественно, ничего у него не люфтит, нигде никаких зазоров нет, никаких допусков, ничего не щелкает, не лозит, как бы ты его не трогал, не теребил. Все детали идеально подогнаны. К сожалению, байонетное крепление тоже сделано из пластика. Это, конечно, не радует, но оно вполне прочное, тем более, что все-таки объектив гораздо меньше и легче, чем древний 18-135 мм. Вот там, если бы объектив имел пластиковое крепление, он, наверное, вообще действительно поломался бы за секунду. Резьба для светофильтров здесь на 55 мм. Также предусмотрен крепеж для опциональной бленды. Но я особой склонности к ловле бликов или каких-то засветок особо не обнаружил, что говорит о довольно хорошем просветлении оптики. Обращу внимание также на надпись STM, что означает, что здесь очень быстрая, плавная и бесшумная фокусировка. Также тут написано, что имеется Image Stabilizer. Стабилизатор тут тоже есть, действительно, и он неплохой достаточно. Я был удивлен. Редко встретишь, когда на линзе, тем более с эквивалентным фокусных расстояний 240 мм, вот в максимальном положении, когда она довольно длинная становится, он неплохо стабилизирует. То есть, да, не идеально, конечно, не так, как матричные стабилизаторы на тех же Олимпусах каких-нибудь, но все же достаточно круто. Но я думаю, что ступени 4 экспозиции вполне себе компенсируют. Обычно у подобных зумов с большим разбросом фокусных расстояний, конечно же, оказываются очень проблемными именно их крайние положения. Или же у тебя в максимально широкоугольном положении как-то мылятся углы, еще какие-то дефекты, хроматика лезет. Или у тебя, допустим, в максимальном телеположении картинка смягчается, становится какой-то немножко невыразительной. Как ты диафрагму не прикрывай, все равно она особо не выравнивается. Тут же у объектива какая-то очень странная обратная ситуация происходит. Где-то в средних значениях он себя показывает далеко не супер, то есть картинка там прям похуже, чем на крайних значениях. Например, те же 70 мм или 100 мм. Мне у него прям не очень нравится. Там картинка в центре, конечно, нормальная, но края прям вообще не очень. А между тем на крайних значениях у картинки он выдает неплохие, в общем-то, вполне себе
внятного вида. На тех же 18 мм у него никаких там серьезных хроматических аберраций нигде не вылезает, не знаю, искажений каких-то, дисторсий серьезной не происходит. Я, конечно, включил исправление всего этого в самой тушке, и она действительно отлично старается. Но как бы я не пытался добиться того, чтобы у меня ухудшилась картинка, я какие бы условия этот объектив не ставил, то есть на 18 мм я там снимал и, так сказать, веточки какие-то, и иголочки, и все что угодно, и какие-то такие сложные прям сцены для него против света, там, ну, чтобы прям вот хроматика поперла, даже чтобы ее никакая автоматика не смогла задавить. Но нет, он, в принципе, справляется вполне неплохо. Да и на 150 мм резкость вполне себе отличная. Единственное, что я заметил, довольно сильно почему-то появляется виньетка на 150 мм, но опять же она правится в редакторе в пару кликов, так что это точно ерунда. К слову, стаб, который имеется в объективе, отлично отрабатывает. Вот, например, снимок на 150 мм, что, напомню, в эквиваленте 240. Здесь выдержка 1/40 секунды. И все вполне себе резкое, без каких-то смазов. Он, конечно, иногда бывает, что не вывозит, но в большинстве ситуаций, вот таких вот, ну, с вменяемыми более-менее выдержками, он очень даже неплохо отрабатывает. Ну и, скажем так, зум я все же использовал в основном не для того, чтобы как-то сплющить перспективу, не для того, чтобы в художественных целях как-то это использовать, а просто банально, как самый примитивный дурачок, который дорвался до зума, использовал для того, чтобы фоткать всяких разных животных, так, чтобы их сильно не нервировать и не спугнуть. Причем, что интересно, объектив еще и фокусируется достаточно близко, так что он пригоден для какого-то незамысловатого макро, и что тоже удивительно, для такого вроде бы примитивного стекла у него довольно-таки приятная бокешка. Но в широком положении, как раз таки 18 мм, это в эквиваленте мои любимые 28 плюс-минус там 30 миллиметров. Это фокусировка абсолютно бесшумная и очень-очень быстрая, так что камера четко схватывает лица, объекты, все, что ты хочешь. Можно даже снимать не глядя. Ну и, конечно, то, что у него есть телефотоположение, позволяет тебе в том числе снять какого-нибудь ссыкунишку, так, чтобы его не испугать. Резкость у объектива ведет себя очень равномерно и как-то предсказуемо на всех фокусных. В центре всегда все отлично, резкость прекрасная в центре на всех фокусных, но края всегда слабее, они ощутимо мягче, но не полное говно. Даже такому фанатику резкости, как я, а я вообще просто фанатею по объективам, у которых очень хорошая резкость, это особенно про стекла на микро 4 третьих. В общем, даже мне показалось такое падение резкости, которое у объектива есть к краям, вполне терпимым. Так что я считаю, что можно на этот объектив снимать в том числе и пейзажи, но с условием, что ты не будешь углы кадра разглядывать потом с лупой или печатать каким-то очень крупным форматом. Если это для любительских целей используется, чисто для инстаграмчика, где-нибудь там выложить, покрасоваться, что ты где-то был посреди какой-то природы красивой, вполне нормально, этого будет достаточно.
Ну и в городской среде объектив чувствует себя тоже довольно неплохо. Потом как геометрические искажения, какие-либо дисторсии, там трапециевидные искажения отлично справляются и самой камерой. Этот небольшой, легкий, при этом универсальный объектив отлично справляется с очень многими задачами, которые я перед ним ставил. Можно и банально с ним каких-то птичек поснимать, и луну, так, чтобы кратеры было видно, но и пейзаж можно какой-то приличный снять мимоходом. Или какие-то другие детали подметить еще. Мне Canon 18-150 мм f3.5 f6.3 понравился, и мне было бы интересно теперь попробовать еще и объектив 18-135 мм, который на EFS выходил. Я слышал очень много хороших о нем слов, многие люди его нахваливают, и мне прям действительно любопытно, возможно, про него обзор тоже когда-нибудь на канале появится. Не могу обещать, что в ближайшее время, но когда появятся возможности и средства, я постараюсь его раздобыть. Тем более там версий, по-моему, 3 или 4 штуки, я не знаю, какую мне конкретно искать и какая между ними разница. Надо будет немножко Google потерзать, почитать, какие там отличия. Если там только в моторчике автофокуса схема не менялась, то мне, в принципе, по барабану какой там тип фокусировки. В общем-то, 18-150 мм ожидаемо не идеален, но при этом он и не то чтобы плох. Местами он меня даже удивил, и я имею в виду удивил в хорошем смысле. Так что если вы являетесь счастливым обладателем беззеркалки Canon с EFM байонетом, и вам лень таскать с собой большое количество разных объективов или там закупаться разными там фиксамами и прочее, таскать с собой кучу оптики, то это отличный вариант универсального объектива на каждый день, который просто вот все в одном, который решает практически все, что тебе нужно в каждодневных каких-то ситуациях. Ну, я надеюсь, обзор окажется для вас полезен, так что ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, это крайне важно для алгоритмов YouTube, и до новых встреч, пока!